Когда жена одного мужчины родила темнокожего ребенка, он оставил ее самым жестоким образом. А 20 лет спустя произошло нечто совершенно неожиданное. Клара вздрогнула, увидев, как Райан с яростью и угрозой в глазах направляется к ней. Она крепче прижала к себе своего новорожденного сына, который тихо посапывал у нее на руках. Слезы катились по ее щекам, сердце разрывалось от страха. «Кто отец этого существа?» — заорал Райан, остановившись в шаге от нее. Клара опустила глаза и не ответила, зная, что любое ее слово может только разжечь его гнев. Он трясся от ярости. «Говори!» — повторил он, в этот раз ударив кулаком по стене. Клара зажмурилась от испуга. Райан тяжело дышал, его лицо покраснело. Не сказав больше ни слова, он резко развернулся и вышел из палаты, громко хлопнув дверью. Оставшись одна, Клара долго сидела, обнимая сына, и плакала. Она не понимала, как такое вообще могло случиться. Они оба с Райаном были белыми. Даже врачи не смогли сразу дать объяснение. Они лишь предложили сдать анализы и провести тест ДНК. 5 дней спустя Клару выписали из больницы в Калгари. За все это время Райан ни разу не появился, не позвонил, не написал. Ее сердце разрывалось от боли. Все обещания, которые он давал, все слова любви, исчезли, как будто их никогда и не было. Тем не менее, она понимала. Увидев ребенка, который никак не мог быть похож на него, он испытал шок. Возможно, и она на его месте растерялась бы. Но ведь был выход — тест ДНК. Почему он сразу осудил ее? Почему просто не захотел разобраться? Когда она вернулась домой, Райан встретил ее холодным взглядом. Он ничего не сказал, просто прошел мимо и закрылся в комнате. Клара вздохнула и пошла к нему через несколько минут, когда убедилась, что сын спит. «Что тебе надо?» — грубо бросил он, даже не взглянув на нее. Она подошла ближе, села и начала говорить. Напомнила ему об их днях, об их свадьбе, о любви, которую они разделяли. Слезы катились по ее щекам, голос дрожал. Она клялась, что никогда не изменяла ему. Предложила сделать ДНК-тест, если он все еще сомневается. Райан насмешливо усмехнулся. «Я не собираюсь тратить деньги, чтобы подтвердить очевидное. Ты мне изменила. Убирайся. Уходи к своему черному любовнику». Он вытолкнул ее из комнаты. Она плакала и стучала в дверь, умоляла поверить ей. Но он был непоколебим. Позже она позвонила своей сестре Лии и все рассказала. Та сразу приехала. Вместе они собрали вещи. Когда Клара села в машину, она оглянулась в последний раз, но Райан даже не вышел. Через несколько дней она обнаружила, что все деньги с их совместного счета исчезли. Она была потрясена. Сердце бешено колотилось. Ее предали не только эмоционально, но и материально. Она поехала в их дом, но там все было опустошено. Все вещи исчезли, даже детские принадлежности. На столе она нашла записку. «Клара, я больше не могу с тобой жить. Я не хочу быть отцом-ублюдку. Забудь меня. Свяжется мой адвокат». Она упала на колени, закричала и разрыдалась. Через 2 недели адвокаты Райана передали документы о разводе. Клара была опустошена. Она подписала их, не споря. Больше не было сил бороться. Но, несмотря на все, Клара не винила своего сына. Она назвала его Джейденом и любила всем сердцем. Он стал ее смыслом жизни. Спустя несколько месяцев она вернулась на работу в отдел обслуживания клиентов одного из микрофинансовых банков Калгари. Ее начальник Мигель Уильямс сразу заметил, что она изменилась. Больше не было той веселой Клары. Она стала угрюмой, потерянной, выглядела уставшей. Однажды он пригласил ее в кабинет и мягко спросил, что происходит. Она не выдержала. Слезы хлынули сами собой.
Она рассказала ему все. Мигель был потрясен. Он обнял ее, позволил поплакать и пообещал быть рядом. С тех пор он стал уделять ей больше внимания. Они начали обедать вместе. Он приглашал ее в кафе, в парк, иногда в кино. Постепенно Клара начала восстанавливаться. Мигель был вдовцом. Его жена умерла при родах, а ребенок не выжил. Он понимал ее боль и просто хотел помочь. Год спустя Мигель осознал, что влюбился. Он признался ей в чувствах. Клара была удивлена. Она тоже начала видеть в нем больше, чем просто друга. Но любовь к Райану все еще жила в ее сердце. Она извинилась и отказалась. Мигель не ушел. Он остался рядом, заботился, поддерживал. И однажды, когда Клара готовила на кухне, она услышала крик Джейдена. Испугавшись, она побежала в гостиную и случайно опрокинула кастрюлю с кипящим соусом. Жидкость попала ей на ноги. Она закричала от боли. Джейден плакал, не зная, что делать. Сквозь боль Клара добралась до телефона и позвонила Мигелю. Он приехал через 10 минут, отвез ее в больницу. Она волновалась. Сестра была в командировке за сыном, некому было присмотреть. Но Мигель сам вызвался. Он забирал Джейдена из сада, возил к матери. Джейден начал звать его папой. Когда Клару выписали, она поняла. Она снова влюбилась. Вернувшись на работу, она зашла в кабинет Мигеля. Он улыбнулся, и она сказала, что хочет попробовать снова, но уже с ним. Мигель был вне себя от счастья. Через 2 года, в день ее рождения, он устроил сюрприз. Украшенный офис, поздравления коллег, торт. Когда она разрезала торт, внутри была коробочка с кольцом. Обернувшись, она увидела Мигеля на одном колене. «Я люблю тебя, Клара. Я хочу стать твоим мужем и отцом Джейдену. Ты выйдешь за меня?» Она плакала, кивнула, и он надел ей кольцо. Через 3 месяца они поженились. Шли годы. Джейден вырос, окончил школу, поступил в университет, изучал компьютерные науки. Получил работу в IT-компании, дом-машину. Родители гордились им. Однажды на дне рождения Джейдена к ним подошел пожилой мужчина. Он был не брит, от него пахло, выглядел он ужасно. Клара побледнела. «Это он», — прошептала она. «Это тот, кто бросил тебя». Джейден вспыхнул. «Уходи, сейчас же». Но Райан упал на колени. В слезах он начал говорить. Его мать призналась ему 10 лет назад, что он не был отцом. Он не знал, как справиться. Потом погрузился в разгульную жизнь, женился, потерял все, пережил инсульт. И теперь пришел просить прощения. «Почему ты молчал 10 лет?» — крикнул Джейден. Райан не ответил. Клара сказала твердо. «Ты не имеешь права быть здесь. Ты нам больше не нужен. Ты лишен родительских прав». И они вместе выгнали его. Позже Райан оказался в доме престарелых один, жалеющий о своих поступках. Но вернуть уже было нечего. А Клара, Мигель и Джейден продолжали жить, окруженные любовью и уважением. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.